Всем привет! Это видео продолжение нашего путешествия по Кёто и храмам Инрякуджи. После сада-музея мы сели в шаттл-бас и едем в храм Инрякуджи. Это карта нашего маршрута от станции Кёто до храмов Инрякуджи. Мы уже проделали большой путь из Кёто, доехали до Ясы, заглянули в знаменитый храм Рурикоин, поднялись на фуникулёре и на канатной дороге на самую вершину, зашли в сад-музей под открытым небом, и вот сейчас мы сели на внутренний шаттл-бас и едем в зону Сайто. Это вот обозначено красным. Называется Западная башня. Туда, где мы еще не были. Мы приезжали на майские праздники сюда впервые в Инрякуджи, но мы не успели посмотреть все, и вот мы решили приехать еще раз. Я живу в Японии уже 33 года, но эта удивительная страна не перестает меня удивлять. На майские праздники мы планировали поездку на озеро Бива. Я купила обычный японский туристический журнал про префектуру Сига, где находится это озеро, и наткнулась на статью, которая буквально перевернула мои представления об этих местах. Там рассказывалось о грандиозном храмовом комплексе Инрякуджи. В начале мая мы поехали сюда с семьей в первый раз, и я была так очарована, что мы просто не успели обойти все. Это место настоящий скрытый бриллиант. Посудите сами, входной билет стоит всего 1000 йен, а по нему вы получаете доступ к огромному количеству древних храмов, разбросанных по всей горе. На вершине вас ждет потрясающий музей, сад с видами на озеро Бива. Это прошлое видео мое. А людей здесь в разы меньше, чем в переполненном Киото. Для тех, кто любит пешие прогулки со смыслом, это просто рай. И вот мы в Сайто. Обратите внимание, как здесь тихо по сравнению с Киото, и совсем мало людей. Только шум ветра в верхушках гигантских кедров. А вот мы подходим к знаменитым залам-близнецам Нинай-до. Они соединены парящим коридором. По легенде, знаменитый монах Бенкей был настолько силен, что поднял этот коридор на плечи, как коромысло, и нес оба храма сразу. В прошлых видео про мою поездку на майские праздники я уже рассказывала, но на всякий случай для тех, кто еще не смотрел эти видео, повторюсь. Храмовый комплекс Инрякуджи – это не просто один храм, это целая священная гора, на которой расположено около сотни сооружений. Основал этот комплекс в 788 году легендарный монах Сайчо, который принес в Японию из Китая учение буддийской школы Тендай. Значение этого места для Японии колоссально. В эпоху Хэйан гора Хиэй стала главным духовным щитом столицы, защищавшим ее от злых духов с северо-востока. Именно здесь, в тишине этих кедровых лесов, учились и проходили суровую аскезу монахи, которые впоследствии основали почти все главные направления буддизма – Хоннен, Шинран, Доген, Ничирен. Это имена монахов. Можно сказать, что весь современный японский буддизм зародился именно на этих тропах, по которым мы сейчас ходим. Мы подходим к залу Щакадо, главному храму зоны Сайто, или, как ее еще называют, западной части. К сожалению, внутри снимать нельзя, но на восточной части Тодо есть похожие храмы, там можно было снимать. У этого здания удивительная и немного драматичная история. В XVI веке великий полководец Ода Нобунага сжег гору Хиэй дотла. Все храмы превратились в пепел. Когда пришло время восстанавливать святыню, следующий правитель Тойотоми Хидэёши пошел на хитрость. Он не стал строить зал заново, а просто взял главный зал из древнего храма Миидера. Он тоже находится в префектуре Сига.
с которым гора Хеи враждовала, и перенес его сюда целиком. Благодаря этому сегодня Щакадо – самое старое деревянное здание на всей горе, дошедшее до нас из Средневековья. Как я уже сказала, в этом храме снимать нельзя, но в других храмах было разрешено, и там очень похожая обстановка. Я вам сейчас просто расскажу, что там было внутри. Здесь внутри стоит Будда, а по бокам от него Бензайтен, это богиня красноречия, искусств и воды, и Бишамонтен, бог-воин, защитник буддийского учения. В японском буддизме тендай – это глубоко символично. Это синкретизм, слияние буддизма и местных верований. Будда посередине олицетворяет высшую мудрость и просветление, к которому стремится душа. Но чтобы человек мог спокойно практиковать на пути к просветлению в земной жизни, ему нужна защита и гармония. Бишамонтен, который обычно стоит справа, защищает верующих от злых сил и слабости ума, а Бензайтен, который стоит обычно слева, дарует гармонию, очищение чувств и процветание. Вместе эта триада создает идеальный баланс между духовным спасением и защитой в материальном мире. А вот здесь справа на стендах рассказывается история жизни самого Будды. И вот мы поднимаемся по лестнице для того, чтобы ударить в колокол. Это символический ритуал для очищения кармы. Значение этого места для Японии колоссально. Неудивительно, что весь огромный комплекс Инрякуджи признан всемирным наследием ЮНЕСКО. Если восточную часть Тодо начинал строить сам основатель Сайчо, то у западной зоны Сайто, куда мы сейчас приехали, есть свой собственный великий покровитель – монах Эннин. Именно Эннин, ближайший и самый талантливый ученик Сайчо, заложил основу Сайто и превратил эту часть горы в уединенный центр глубокой медитации. Это был человек невероятной судьбы. Он 9 лет провел в Китае, прошел пешком 1000 километров, пережил гонения, но вернулся и привез в Японию тайные буддийские учения и ритуалы. И сегодня, гуляя здесь среди вековых кедров, мы буквально ходим по тропам, которые больше 1000 лет назад обустраивал этот великий путешественник и мудрец. Еще раз повторюсь, этот храмовый комплекс входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а также он официально признан важным культурным достоянием Японии Джио Бунказай.
В это место мы приехали на шаттл-автобусе после того, как мы посетили сад-музей под открытым небом. Автобус ходит каждые 30 минут. Он ходит именно по горе, маршрут его по этой горе, по всем точкам, храмам и вот самая вершина, где находится сад-музей. Я всем советую покупать пас на один день, потому что сначала, когда мы поехали 18 мая, мы не знали про этот пас, и там цена в зависимости от километража. И если вы хотите ездить много по этим местам, по разным, по этой горе, я советую покупать пас на один день, потому что это будет намного дешевле. На следующий день мы купили этот пас. А теперь мы подходим к самому святому месту западной зоны – мавзолею Чодо-ин, где покоится сам основатель Сайчо. В японских буддийских кругах это место называют адской уборкой, и это не шутка. Назначаемый сюда монах уходит в полное затворничество на 12 лет. Он ухаживает за усыпальницей так, будто Сайчо еще жив. Дважды в день носит ему еду и чай, а все остальное время чистит территорию. Монахи вручную на коленях выбирают из мха каждую упавшую иголочку и пылинку. Для них это не просто уборка, это высшая форма медитации и очищения собственного разума. Посмотрите, какая здесь звенящая неземная чистота. И здесь, когда мы пришли, там внутри пели молитвы. Наверное, проходил какой-то обряд или служба. Нагулявшись по мистической западной зоне Сайто, мы решили не садиться на автобус, а пойти до главной части Инрякучи, восточной зоны Тодо, пешком. Эта лесная тропа тянется через вековые кедры и сама по себе дарит невероятное умиротворение. Кажется, что время здесь остановилось.
Специально для тех, кто планирует свой маршрут по горе Хиэй, поделюсь нашим личным опытом и таймингом. Нам с дочкой потребовалось примерно 1,5 часа, чтобы не спеша, в комфортном темпе обойти все главные храмы внутри западной части Сайто и дойти пешком до восточной части Тодо. По километражу этот лесной переход всего около 1 километра. Тропа здесь потрясающая, ровная, петляющая среди гигантских вековых кедров. Идти по ней одно удовольствие, резких подъемов нет, поэтому этот путь легко преодолеет каждый, даже если вы путешествуете с детьми. Но бывают иногда трудные подъемы, так что у кого больные ноги, может устать. Если соберетесь сюда, смело закладывайте на эту часть прогулки около 1,5 часов. Этого времени вам с запасом хватит, чтобы отдохнуть душой и насладиться звенящей тишиной и сделать невероятные кадры. Мы пришли к восточной части Тодо, и сейчас мы находимся на территории храма Амида-до, но про него я расскажу уже в следующем видео. Мы устали, но это приятная благостная усталость. Сегодня мы останавливаемся на ночлег прямо здесь, в гостинице при храме, чтобы завтра с первыми лучами солнца продолжить изучать эту священную гору. В описании я добавлю линки с наших прошлых поездок, видео с наших прошлых поездок. В следующем видео я сняла внутри храмов.
что я не делала в прошлую нашу поездку. И еще я смогла сделать видео в бане. Мы приехали пораньше, и когда пришли посмотреть баню, там не было никого. И там шикарный вид на озеро Бива. Это вообще потрясающе. Если вы приедете пораньше, обязательно идите в баню. И там, ну вот, в общем, увидите, в следующем видео будет какой этот вид из бани. Очень красиво. То есть здесь вот все как эстетично, красиво. И храмы, и озеро, и кухня, и история, и наследие. В общем, и еще можно присоединиться к медитациям и к службе. В общем, шикарный отдых. Кто любит такого типа отдых, я считаю, что всем понравится. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение нашей прогулки по Энрякуджи. Также я ставлю влоги про Японию каждую неделю. После Энрякуджи мы еще путешествовали по Киото. Будет видео про это место тоже. И там не только храмы и прогулка, но еще очень эстетичная кухня. На этом мое видео заканчивается. Всего доброго, до новых встреч!